Всем привет! Я на центральном вокзале Милана, и сегодня мы с вами отправляемся на матч Торино-Интер в Турине. Тут уже собирается Курва Норд, готова к отправлению. Заходим через отдельный вход, получается через выход. Ну, собственно, этот поезд, у меня даже билет есть. Так в Турин я еще не ездил. Это была, наверное, самая атмосферная поездка на поезде, но вам придется поверить мне на слово, потому что ребята попросили не снимать, даже вот просто в окошко. Прямо с вокзала сопровождение полиции увозят. Привезли прямо к гостевому, но у меня сегодня обычный билет, так что пришлось потеряться. Под стадионом, конечно же, правильная атмосфера. Ну, предстадионная зона возле стадиона Торино. Вот вообще мой вход вот тут. Ну, вы видите, да, в принципе, цвета людей, которые будут заходить через этот вход. Но пока пойду посмотрю, может, еще навстречу автобусов успею. Ну, вот есть и такие друзья, и это не мешает им дружить. Автобусы обычно заезжают здесь, но, судя по отсутствию фанатов, автобусы уже в середине. Касса закрыта, но онлайн можно купить билет даже сейчас, причем за 25 евро, стадион 28 тысяч, но тут почти никогда не бывает солдаута, даже на дерби Турина. Вот только что пошли отец в кепочке Торино, а сын в свежекупленной футболочке Лаутаро. Ну, молодежь хочет быть причастна к победам, понимаете, начать сейчас болеть за Торино, я думаю, что это достаточно тяжелое решение для молодежи. В предматчевой толпе присутствует такой персонаж. Стена Ультрас Граната, то есть фанатов Торино. Вообще Ультрас Торино достойны уважения. В городе, в котором есть Ювентус, искренне и преданно болеть за Торино, ну, это уважаемо. Какое красивое небо, вид. А это Пало Альпитур, комплекс, построенный к Олимпиаде. Но на самом деле стадион это тоже сделанный к Олимпиаде, что в Турине проходила Олимпиада. Вот это вся очередь, это очередь на вход на мою трибуну. Ну и как видите, синий тут преобладает. Документы проверили, меня проверили. Мой билет на эту игру стоит 55 евро. Как обычно, эти сумасшедшие очереди именно из-за проверки документов, потому что тут вы заходите достаточно быстро, и очередей почти нет. Есть магазинчик с атрибутикой Торино, но, как вы видите, очереди сегодня тут не стоит. Но то, что Red Bull наконец-то коллабится с Торино, в принципе, ход правильный, как мне кажется. Что ж, заходим на стадион, сразу видно олдовых фанов и молодых фанов. И вот стадион Гранде Олимпико Торино. Трибуна вроде как не гостевая, но ощущение как дома. Продолжаю утверждать, что у Торино один из самых крутых футбольных туалетов. Ничего не должно вас отвлекать от футбола. Смешно, что вот эти фанаты Интера не ограждены стюардами, а там ограждены стюардами. В чем разница? Сегодня форма Торино как-то сильно напоминает форму Наполи. Они что, специально сделали, чтобы напомнить, что Наполи лидирует? В общем, Наполи сейчас на первом месте, Интер на втором, Интер сохраняет шансы за чемпионство, мы будем до последнего за него бороться. Шансы сейчас, к сожалению, где-то 14%, нужна ошибка Наполи, нужен их проигрыш, ну а мы еще не такие сенсации в футболе видели. У меня, кстати, сегодня юбилей, 125-й матч Интера. Герой противостояния с Барселоной, Зомер. Как же все ему тут аплодируют. Отдельная песня про Зомера. Ну, практически про всех есть отдельная песня.
Ну а на воротах сегодня стоит Мартинес и второй вратарь. И вообще сегодня практически полная ротация по сравнению с матчем полуфинала. Бережем силы игроков на финал. Потому что для Интера главный матч года впереди. И он состоится в Мюнхене. После разминки парочка гостевых мячей специально было выбито на гостевую трибуну. Приятно. Является состав Торино. Флаги Италии сегодня у нас на трибуне присутствуют. И флаг Армении, потому что Генри гитарян. Играет гимн серии А, раздается свист. Ну, неудивительно на итальянских стадионах. Почти все готово к матчу. Не знаю, некоторые фанаты так боятся съемки, но все их данные есть у полиции, их постоянно снимают на профессиональные камеры, так что не совсем понятно, что они пытаются скрыть. Начали матч. Приятно, что клуб поддерживают с первых минут, они молчат первые 20, как это было на многих матчах. А вот фанаты Торино молчат, они постоянно протестуют против хозяина их клуба, хотя в принципе там парни петь умеют. Но тут все равно поют красивее всего. Какая-то супер длинная пауза в игре. Не могу понять, с чем это связано. На 11-й минуте включились ультрас граната. Что ж, Интер открывает счет. 0-1. Там в это время поют песню про президента клуба Урбана, и я подозреваю, что нелестные слова в его адрес. Светит солнце, идет дождь, Интер подает угловой. К сожалению, неудачный пока. Может, камера не передает, но чтобы вы понимали, насколько сильно льет дождь. Вот этим парням не позавидовать, видите, там уже бассейн набрался. Ну а вот этим, как представляете, как сложно работать. Техника-то чувствительна к влаге. Ну, про этих я вообще молчу. Но хорошо, что ротация. Но вот веселью там ливень не помеха. Ливень настолько сильный, что пока что матч приостановили. А в детстве нам говорили, что матч состоится в любую погоду. Рефери пытался катить мяч, он не катится, он его кидает, он не прыгает. Мяч должен отскакивать от газона, по идее. Видите, он не отскакивает. Рефери говорит, ничего не могу сделать. Ну, вроде решили матч продолжить. Но это хорошо, я не люблю переносы, отмены. Потому что у меня были ситуации, когда я приезжал в другие города, прилетал в другие страны, и матчи отменяли. Ну, это было не очень приятно. Мартинес, конечно, хорош, только что такой сейв сделал, так вытащил прямо с линии. Но, возможно, ценой травмы, потому что ему вызвали медиков. Уходим на перерыв при счете 0-1. Даже на разминке люди следят за полем. Вышел разминаться Федерико Де Марко, и все уже аплодируют. Перед тем, как начать второй тайм, рефери вышел на поле, проверил, катится ли мяч, прыгает ли мяч. Но вроде все в порядке, второй тайм начнем. Вообще, когда-то тут была надпись «бар», но теперь это получается какой-то ретро-бар. Но чтобы вы понимали старость и состояние этого стадиона. Ну, где-то с 20-минутной задержкой, но футболисты появились на поле после перерыва. Начали второй тайм. Ну, вообще идея тут, конечно, классная, но обзор чуть-чуть закрывают. Апеллируют за пенальти.
Интера. Показали желтую карточку, но, скорее всего, это пенальти сейчас будет. Я вот даже, не видя момент, просто по динамике понимаю события. Хотя шансы династии Челка не на поле, но мы справились. Забил игрок из Албании, Аслани. Ну и албанский флаг, вы гляньте, тут как тут. Демарко и Думфрис таки вышли в перерыве, и Демарко сразу сделал опасный момент. За Торино на воротах стоит Милинкович-Савич. Конечно, как он тащит в этом матче, да и в целом по сезону. Если бы не он, конечно, у Торино было бы намного больше пропущено. На последних минутах мяч оказался в воротах Интера, но после нарушения в атаке. Закончили 0-2. Я, конечно, люблю подольше побыть на стадионе после матча, но были большие задержки, а последний поезд из Турина уезжает в 21:05, сейчас 21:15. Не хочется остаться ночевать на вокзале. Ну, я понимаю, эта задержка не только на меня повлияла. Многие ушли вообще раньше. Ну и сейчас оперативненько люди уходят. Но я, честно говоря, не понимаю, как такое может быть, что из Турина в Милан, из двух самых больших, ну, основных городов Италии, последний поезд уходит в 21:05. Ну, это же бред какой-то. Но Red Bull все активнее коллаборирует с Торино. Вообще были разговоры, что, может, Торино войдет в империю Red Bull. Что хорошо в Торино, в отличие от Ювентуса, тут сразу стоит колонна автобусов до вокзала. Так что, в принципе, добраться будет не проблема. Причем достаточно быстро. Вот это, я понимаю, сервис для фанатов. Оп, я уже возле вокзала. 25 минут до отправления поезда. Ну, в принципе, мог еще пару минут побыть на стадионе. 0-2, отличный результат. Интер остается в чемпионской гонке, но надо ждать ошибку Наполи. Наполи начинает играть через 20 минут. И будем надеяться, что уже через пару часов будет новость о их проигрыше. И тогда все уже будет снова в наших руках. Я такой быстрый, что у меня даже осталось минут 15 перекусить на вокзале. Но есть волнительный момент. Например, успеет ли сделать мой заказ до отправления поезда? Ну, вы же знаете, что именно когда вы опаздываете, все ломается и начинает работать супер долго. Но я уже минут 15 жду заказ. В общем-то, 21:02, поезд 21:05, но к счастью 5 минут задерживается. Но я не знал, поэтому пришлось их чуть-чуть поторопить, а то что-то они вообще не спешили. Но оказывается, так можно. Я, конечно, хотел поесть внутри, но тут хоть последний поезд без меня не уедет. Ну и, видимо, не только я столкнулся с этой проблемой. Порядок. Все как обычно в последнюю секунду, но в Турине на вокзале спать не придется. Проезд Турин-Милан стоит 12,75 на электричке. Я уже в Милане, и пока эта замечательная электричка везла нас в Милан, пришли хорошие новости из Неаполя. Неаполь сыграл с Дженуа 2-2, потерял очки, а это увеличивает шансы Интера на чемпионство. Теперь, правда, надо, чтобы Наполи еще разок потерял очки, а Интер их не потерял. И тогда все может сложиться, а это вполне вероятно. Кстати, от Дженуа у меня есть хороший атмосферный выпуск из Дженуа. Там очень крутые фанаты и классная атмосфера на стадионе. Ну, каких-то 9 часов назад я заходил через этот выход. Теперь я тут выхожу. Жизнь, она циклична, как и футбольные выезды. Но каждый раз, возвращаясь на этот вокзал, я думаю, какой же он крутой. Тут мы сегодня начинали, тут и закончим. Если досмотрели до этого момента, лайкаем, подписываемся, комментируем. Впереди нас ждет еще много интересного. Я планирую посетить оба оставшихся матча Интера. Один на Сан-Сиро, другой на Комо. Не знаю, буду ли я снимать на Сан-Сиро Интер-Лацио, но на Комо и Интер, я думаю, я буду снимать. И я надеюсь, что именно в этом матче решится судьба чемпионства. И на этом матче Интер станет чемпионом серии А. Ну, и я думаю, вас ждет на моем канале еще много чего интересного, помимо матча Интера. Спасибо за просмотр.